Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Буквица – ценнейшая трава, оздоравливающая весь организм. Мало кто знает эти рецепты, они помогают лучше лекарств. За долгие годы знакомства с ней у меня сложилось убеждение, что это ценнейшее лекарственное растение еще не получило должного широкого признания. А ведь не зря в народе бытовала в стародавние времена поговорка «Продай пальто, купи буквицу». Обратите внимание на то, с какой охотой пьют настой буквицы маленькие дети. Видимо, инстинкт им подсказывает, что именно это лекарство даст выздоровление. Буквица универсальна, оздоравливающе действует на весь организм, иначе говоря, укрепляет иммунитет. Поэтому с ее помощью легче бывает справиться с простудными заболеваниями дыхательных органов, бронхитами, астмой, легочными кровотечениями при туберкулезе. Буквицы лечат болезни печени и желчного пузыря, мочевого пузыря и почек, желудочно-кишечные заболевания. Настой травы показан при ревматоидных артритах и подагре. В виде примочек ее используют при варикозном расширении вен с трофическими язвами. Хорошо проявляется действие буквицы при истощении нервной системы. В народной медицине буквица используется прежде всего при болезнях печени и желтухи. Она может входить в самые разные сборы, однако листья и стебли могут стать причиной легкой аллергии, проявляющейся как чихание. Собирают листья, а также и целые стебли с листьями и цветами во время цветения. В некоторых местностях Болгарии корни используют как рвотное средство при отравлениях. Высушенные листья и стебли с цветами буквицы хранят в коробках, выложенных бумагой. Буквицу рекомендуют при нарушениях пищеварения, как легкое слабительное, при астме и кашле в качестве отхаркивающего, облегчающего выделение мокроты средства. Принимают ее как напар в виде чая или же в отварах 20 грамм на 1 литр воды, а также в порошке 1-3 грамма 4 раза в день. При кровотечении из легких пьют ежедневно винный настой, по 2 рюмочки по 30 грамм каждая. На 1 стакан воды берут 2 столовые ложки крепкого портвейна и 1 столовую ложку листьев буквицы. Кипятят 5 минут от начала закипания и еще напаривают 20 минут. Принимают холодным. При ишиасе рекомендуется следующий отвар. Листьев буквицы 50 грамм, веток полыни 35 грамм, бобовника 20 грамм, цветов бузины черной 40 грамм. 3 столовые ложки смеси на 1 литр кипятка. Запарить в термосе на ночь. Утром прокипятить еще 5 минут. Пить по 3 стакана в день. Для пожилых. 1 столовую ложку травы кипятить в 1 стакане воды 15 минут при самом слабом кипении. Можно добавить 2 столовые ложки виноградного вина при желании. Выпить стакан за день в 3-4 приема. Не комбинировать с другими растениями. Средство иммунотропное и кровоочищающее, помогает при атеросклерозе, улучшает обмен веществ, понижает давление. Гипергидроз кистей. Заваривать из расчета 1 столовая ложка травы на стакан кипятка. Делать ванночки при повышенной потливости рук. Рак легких с кровохарканьем. Заварить в стакане кипятка 1 полную чайную ложку травы. Настоять 1-2 часа, процедить. Влить в настой 2 столовые ложки крепкого виноградного портвейна. Принимать по 60 мл 2 раза в день до еды. Я часто вводил это средство в комплекс при раке легкого. Гайморит. Настой буквицы из расчета 1 столовая ложка на стакан кипятка. Настоять 2-3 часа. Закапывать в каждую ноздрю по полной пипетке настоя минимум 5-6 раз в день. Разжиженное содержание гайморовых пазух быстро начинает выделяться наружу. Это средство помогало многим. Противопоказания. Буквица помогает даже при таких недомоганиях, не упоминаемых в медицине, как весенняя усталость, потому что противопоказаний у нее немного. Буквица нежелательна при гастритах с низкой кислотностью, при ярко выраженной гипотонии. Противопоказана буквица при угрозе тромбообразования, так как содержащийся в траве стахидрин способствует кровесвертыванию. Нельзя пользоваться буквицей при беременности.
Из книг авторов Л. Протопович «Лечебник Ванги» и Р. Архимедова «Растения, твои друзья и недруги». Будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.